18-й студийный альбом фолк-рок-дуэта «Америка» был выпущен на лейбле America Records 5 мая 2015 года. Альбом выходил как на CD, так и на виниле, хотя и ограниченным тиражом, и в основном продавался на концертах группы. Альбом назывался Lost and Found. К сожалению, этого альбома в моей коллекции нет. Это их первый альбом с оригинальным материалом после выпуска альбома Here and Now в 2007 году. Lost and Found – это сборник студийных записей группы «Америка», сделанных в период с 2000 по 2011 год, но не издававшихся на предыдущих альбомах дуэта. Разбирая архив группы, исполнительный продюсер Джефф Ларсон нашел несколько песен, которые Бекли записал между 2000 и 2011 годами. Иногда самостоятельно, а иногда и с Дьюи Баннеллом. Джефф Ларсон понял, что здесь достаточно песенного материала, чтобы составить полноценный, неизданный альбом «Америка». Джефф Ларсон выбрал 10 песен, в которых смешивался выгоревший на солнце фолк-рок 70-х с соблазнительным блеском яхт-рока 80-х, благодаря чему альбом Lost and Found ощущается как классическая пластинка дуэта «Америка». Майк Романовский из Coast Recorders занимался мастерингом альбома, продемонстрировав четкое инструментальное разделение микса и яркое стерео. Альбом в целом хвалят за сохранение классического софт-рок звучания группы, отличающегося мелодичными отточенными композициями и сильными гармониями. Фанатами группы альбом был воспринят как долгожданный выпуск высококачественного материала, а не просто сборник из остатков, забытых и покрытых пылью на полках студии. Многие песни вполне заслуживали своего выпуска на предыдущих студийных альбомах группы. В альбоме хорошо сочетаются как оптимистичные, ободряющие треки, так и меланхоличные баллады. Все песни, кроме одной, были написаны Джерри Бекли или в соавторстве с ним. Рецензенты часто упоминают среди лучших композиций альбома трек «Driving», открывающий этот альбом. Это дорожная ода, которая получила ротацию на популярных радиостанциях. Аранжировка песни первоклассная. В треке All in All Баннелл исполняет главную вокальную партию. Бекли накладывает лирические размышления Баннелла All in All It's Been a Good Time на свою весьма приятную мелодию. Третья песня альбома – это баллада One Horse Town с задумчивой и сдержанной атмосферой. Песня The Quiet Inside содержит привлекательную мелодию, отличные гармонии и приятное гитарное сопровождение. Сентиментальная баллада Many Colors, закрывающая первую сторону альбома, пользовалась популярностью. И это понятно, прекрасно нежный вокал и прекрасно подобранное инструментальное сопровождение. Ритмичный трек Dream Come True открывает вторую сторону альбома. Это зажигательная, игривая в быстром темпе песня в сопровождении прекрасных гитарных соло. Это единственная песня на альбоме, где и музыка, и слова принадлежат Баннеллу. Это запоминающийся рок-н-ролл в стиле роудхаус, уходящий корнями в блюз, песни, которые хочется подпевать. Песню дуэт исполнял на своих концертах по крайней мере с 2009 года. Песня Джерри Бекли «Don't Let Her Close Your Eyes» с нежной и приятной вокальной партией, сопровождаемой бэк-вокалом и отличной инструментальной частью, соло на электрогитаре. Бекли наполнил песню умными, почти счастливыми текстами о безрассудном стремлении к любви. Эта песня могла бы стать хорошим саундтреком для романтического сериала или фильма. Жизнерадостная песня Out on the Street – это один из самых сильных треков альбома. Песня содержит плавную и мягкую мелодию, яркую лирику. Такая песня прекрасно вписалась бы в любой из ранних альбомов группы. Отличная баллада Green, соло тромбона и эуфониума в исполнении Ника Лейна. Early Days – это счастливое ностальгическое путешествие по переулкам памяти в сопровождении партий клавишных, гитары и духовых инструментов. Lost and Found – ценное дополнение для поклонников творчества группы 2000-х годов, демонстрирующее, что дуэт оставался сильными авторами песен даже после десятилетий своей активной деятельности. С 2015 года, после выхода альбома Lost and Found,
фолк-рок-дуэт «Америка» выпустили 6 различных сборников и концертных альбомов. На этих альбомах в основном известный песенный материал группы в разных вариантах исполнения. Это как бег на тренажере. Вы бежите быстро, долго, а все равно остаетесь на том же месте. Я в своем обзоре пропущу эти альбомы. Их нет в моей коллекции винила, хотя все они выпускались как на CD, так и на виниле, хотя и маленькими тиражами. С точки зрения коллекционера, поклонника таланта группы «Америка», конечно, хотелось бы иметь эти альбомы в своей коллекции винила. Но, как говорится, сложно объять необъятное, хотя и хочется. Но я хотел бы вам рассказать о двух последних концертных альбомах рок-фолк-дуэта «Америка», выпущенных в 2022 и 2024 годах. Первый из них, выпущенный в 2022 году, назывался Live at Goodbye Summer Festival 71. Данный альбом выпускался на виниле в количестве 2500 штук ко дню RSD – Record Store Day. Данный альбом мне подарил мой американский друг Крейг Мур. Этот альбом все еще запечатан. Я его открою, посмотрю и послушаю. Как видно из самого названия альбома, запись, присутствующая на нем, была сделана 18 сентября 1971 года на фестивале Goodbye Summer на лондонском стадионе The Ivol. Это первый выпуск этой концертной записи. Релиз RSD Black Friday включал винил и CD, и аннотации на конверте, одобренные группой. Этот альбом передает раннее, преимущественно акустическое фолк-рок звучание оригинального трио. Стадион The Ivol может показаться маловероятным местом для рок-концерта. Однако в то время этот домашний стадион крикетного клуба Суррей находился на грани банкротства и искал альтернативные источники дохода. Концерт состоялся, когда лондонский промоутер Рики Фарр, участвовавший в организации фестиваля на острове Уайт в 1969 году, искал большую открытую площадку для сбора средств на помощь пострадавшим от гуманитарной катастрофы в Бангладеш. Стадион The Ivol, расположенный недалеко от центра города и вмещающий 31 тысячу человек, идеально подходил для этой цели. Рики Фарр и спонсоры также предложили клубу гарантию в 3000 фунтов стерлингов. Значительная сумма по тем временам. Хотя до начала мероприятия было продано всего 10 тысяч билетов, по оценкам в день концерта его посетили от 35 тысяч до 40 тысяч человек. Стадион был безусловно полон. В концерте участвовали такие группы, как The Faces с Родом Стюартом, Motley Crue, Atomic Rooster и другие. А группа The Who была хедлайнером. Группе «Америка» выделили на выступление полчаса, примерно в середине концерта. Заразительные акустические фолк-песни Америки были идеальным материалом для фестиваля. Однако в 1971 году они были практически неизвестны. Их одноименный альбом вышел в том же году, однако хита «Horse with No Name» на нем еще не было. После этого концерта группа исполнила свою песню «Riverside» в телевизионной программе The Old Grey Whistle Test, вышедшей в эфир 3 дня спустя после концерта. В отзывах музыкальных критиков отмечается чистое высококачественное звучание, передающее сырой звук 3 участников вместе. Концерт демонстрирует ранние гармонии трио и энергичное выступление в переломный момент их ранней карьеры. Часто хвалят Дэна Пика за вклад в концертное выступление трио. Рекомендую этот альбом всем поклонникам группы «Америка».